Друзья, в среду в 19 часов по Москве стартует новый курс. И я приглашаю вас на первый бесплатный урок. На курсе мы будем рисовать и писать медный чайник, натюрморт с гранатом, с черешнями. В курсе будет 11 уроков, подход очень серьезный и к рисованию формы в разных ракурсах, и к живописи, в том числе и творческой, в том числе и акварелью, не только маслом. Чтобы принять участие в первом бесплатном уроке, вы должны зарегистрироваться. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Идея этого первого урока в том, что мы рисуем вместе чайник со средней линией горизонта. Вы рисуете вместе со мной, либо в течение ближайших 3 дней, и присылаете мне работы на разбор. Каждая работа будет разобрана, и я пришлю вам свою рецензию. Если вы по каким-то причинам не смогли выполнить это задание на вебинаре со мной вместе, на этом первом уроке, вы можете его прислать, выполнить его в течение 3 дней и прислать мне на разбор. Потом мы с вами встретимся в прямом эфире, я покажу лучшие работы, рисунки медного чайника, который мы будем рисовать. И на этом прямом эфире я подробно расскажу о всех уроках этого курса, о всех заданиях. Будут различные пакеты с обратной связью, без обратной связи, скидки. Обо всем этом потом на прямом эфире. Я вкладываю в свои курсы душу, и те, кто занимается серьезно, чувствует себя все более и более уверенно как художник, выставляется самостоятельно. И за этих студентов, уже, собственно, коллег, я испытываю гордость. Присоединяйтесь к нашей команде, регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео. Вы просите меня заранее предупредить, рассказать о своей персональной выставке, которая будет в городе Лобня. Открытие 5 числа в 18 часов, 5 апреля. Художественная галерея на улице Ленина. Я подробнее потом оставлю локацию. 500 метров от железнодорожной станции, куда можно приехать от Савеловского вокзала на электричке. Я готовлю к показу довольно-таки много работ. Это 3 таких приличных больших зала. Готовлюсь к открытию, крашу рамы. Татьяна Топольская. Вячеслав, как вы понимаете, дизайн в живописи – это про композицию или преобразование действительности в нечто свое? Ну, композиция – это как инструмент, а то, что художник пишет ощущение, преобразовывает действительность в нечто свое, это, наверное, главное, это то, что заставляет просыпаться утром и подходить к холсту, к мольберту, или ехать куда-то там в мороз и писать картины, когда хочется многим просто посидеть у камина с бокалом вина. Дизайн – это для меня просто постоянно новый взгляд. Каждый раз новый взгляд на мир фактически. Это может быть не обязательно пейзаж. Любой жанр, который интересует вас как художника, заставляет вас искать новые приемы, двигаться вперед, открывать новые горизонты. И это жутко интересно, искать в живописи вот этот дизайн. Но это довольно-таки такое условное понятие дизайн в живописи. Современное слово дизайн, давайте будем просто считать, что это новизна. Новое решение, привычные, обычные формы написать, представить, выразить необычно, дизайнерски. Это про композицию, про преобразование действительности, да, про нее. В композиции для меня главные 2 слова, все не одинаково, я много раз говорил об этом. И те, кто слышал это и применяют этот принцип в своих работах, их работы отличаются. Они сами это чувствуют. Музыка начинает звучать в их работах, они светятся каким-то неуловимым, необъяснимым огнем, их хочется рассматривать. Наверное, это признак создания художественного произведения, когда вот это
взгляд твой все время колеблется, он не может нигде остановиться, везде ему интересно, ну, в рамках произведения. Он не может успокоиться, он рассматривает, и так продолжается изо дня в день и из года в год. Если такое достигнуто, если такое случается, это признак качества подхода художника к решению, которое он сделал, к композиции, и пусть будет к новому модному слову, к дизайну. Вита СП, вы один из самых моих любимых художников, спасибо большое. Вы берете всех в ученики или делаете отбор? Я не делаю никакого отбора, потому что даже последний в каких-то скачках, гонках может стать первым. Так что независимо от возраста, от ваших умений, приезжайте на классы живые, изучайте мои уроки, изучайте курсы, участвуйте в них. И мы пойдем вместе командой к вершинам мастерства. Современные технологии позволяют изучать мастерство живописи удаленно и стать художником, постоянно рисуя, выполняя задания и посещая мастер-классы тех, живопись которых вам нравится. Вот это очень важный момент. Не ходите заниматься искусством, живописью, рисунком абы к кому, не посмотрев их работы. И смотрите их с пристрастием, потому что вы же свою судьбу, свое будущее вручаете в руки преподавателю. Что он говорит, это одна история. А вот что он может, пусть даже он говорит плохо, но если он умеет, каким-то способом он найдет вам возможность передать то, что он умеет. Некоторые мои студенты говорили, что для них важно смотреть, как я пишу. Я говорю, почему же ты не работаешь? Нет, лучше я посмотрю, я так больше получаю, они говорят. Ну, когда я пишу, им становится многое понятно, понятнее. Нажимайте на кнопочку «Нравится», если нравится то, что здесь происходит. Отмечайте в журнале, задавайте вопросы, комментируйте. Я предлагаю вам еще одно кино сейчас посмотреть, называется «Странная живопись». Ну, пока.